они же не просто так друг другу давили. Они были, оказывается, постоянно в радиосвязи. То есть командиры кораблей друг другу отправляли сообщения. Один, значит, советский ему говорил: вы нарушаете территориальные воды Советского Союза, покиньте их, значит. А американский командир корабля: мы ничего не нарушаем, лишь бы люди гибли поменьше, пусть дольше, но зато людей сохранится больше. С Дружковкой, в общем, повторяется сценарий Константиновки. Вот Константиновку начинали, что вот точно так же, как сейчас Дружковку. Привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев, где я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Здравствуйте. Рад приветствовать всех, кто к нам сейчас присоединился. И призываю традиционно ставить лайки, оставлять свое мнение в комментариях к выпуску. Ну и, конечно, самое важное для нас – подписывайтесь на наш канал. Закончился июнь, первый месяц лета. Можно подвести итоги, и многие это сделали, статистику опубликовали по боевым действиям, по продвижениям и так далее. Мы уделим этому внимание, обсудим, как, что, и, ну, конечно же, поскольку продолжается вот эта вот вся эпопея с ударами взаимными вглубь территории, уделим этому немалое внимание. Ну, к делам насущным тогда российские военные, согласно данным Минобороны, много населенных пунктов заняли. В основном это Донбасс и южная часть фронта. Но в Харьковской области, тем не менее, тоже были продвижения. Это населенный пункт Украинская. Затем в ДНР два населенных пункта: Пискуновка и Малиновка. Новоскелеватая, Писанцы и Богдаровка в Днепропетровской области. А также Ровное, Лесное, Копани и Новоселовка в Запорожской области. Вот даже само перечисление населенных пунктов свидетельствует о том, насколько переменчива военная судьба. Да? Да. То в одну неделю вообще ничего, то сразу вот столько. Ну или это тростинки, которые переломили хребет верблюду. То есть они уже были готовы к взятию. Да, уже просто накануне были. Угу. На самом деле, действительно, российские войска в самом конце июня вдруг, мы уже говорили, начали наращивать активность, наращивали не спеша, но вот вышли на такой уровень, что уже вот столько занимают. И если говорить севера, то бои местного значения. Вот по-другому не скажешь. Бои местного значения. Но российская армия там продвигается неуклонно. Постоянно очень-очень небольшими такими подвижками. Закрыт очень большой карман, украинское вклинение такое, между Купянском узловым и Подолами, населенным пунктом Подолы. Он давно там было такое вклинение на всех картах. Вот его закрыли, просто заняли. И бои внутри Купянска уже дошли до центра. Все. То есть я напоминаю, что несмотря на все объяснения и заявления на всевозможных совещаниях, Купянск-то на самом деле был оставлен российской армией. И в лучшем случае можно бы сказать, что перешел полностью в серую зону. Вот сейчас это все возвращается назад, спустя полгода. Точно так же, как и в Купянске идет постепенное овладение Лиманом, там все продолжается, это, так сказать, зачистка, в общем, города, и украинская доля сокращается. Но южнее происходит и более интересные события. Там со стороны Миньковки в сторону Краматорска войска перешли через вот этот вот сухой канал Северский Донецк-Донбасс, который вообще-то считался всегда таким этим самым хорошо укрепленным рубежом. Кстати, стоит вопрос вообще о преодолимости укрепленных рубежей. Вот так вот надо было и взяли. Вот. Они прошли и заняли Малиновку и Тихоновку. Путин, когда дал интервью Зарубину, указал, что войска вышли на дистанцию 10 километров от Краматорска. И тут получилось так, что спустя буквально несколько дней после этого войска занимают Тихоновку и Малиновку. Мы берем циркуль, грубо говоря, измеряем, и действительно получается от Тихоновки и Малиновки до Краматорска 10 километров. То есть многие пытались оспорить, но вот так. И в результате на западном берегу
этого канала, рубежа Северский Донец, Донбасс, образовался плацдарм. О значении плацдарма мы уже говорили в предыдущих выпусках. Что такое плацдарм, для чего? Понятно, это место, откуда будет развиваться наступление. Плацдармы только для наступления делаются. Ничего другого тут не придумаешь, как бы, да? Они сделали задел для дальнейшего наступления на Краматорск. И вот, да, после того, как они преодолели этот, в общем, приличный, я посмотрел на него на фотографиях, внушительный канал, хорошо оборудованный с точки зрения инженерной, вот встает вопрос, да. За последний год украинская армия, ну и власти местные, тоже муниципальные, построили большое количество линий укрепления. Мы тоже об этом говорили, да, украинских. Но вот они преодолеваются. Южнее идут бои за 2 последних квартала Константиновки. В Константиновке, кстати, 2 последних квартала у украинцев. Идет зачистка. Уже передовые разведгруппы вовсю заходят в Алексееву Дружковку. Прям по полной программе. Заходят, выходят, готовятся к штурму ее. И вся Дружковка, следующий город, под ударами фугасных авиабомб управляемых. Прям бомбят по полной программе. Все операторы дронов уже вышли в Дружковку. Все, уже в Константиновке очень сложно держать оборону. То есть в ближайшее время какое-то, видимо, объявлено будет, что она занята. С Дружковкой, в общем, повторяется сценарий Константиновки. Вот Константиновку начинали штурмовать вот точно так же, как сейчас Дружковку. Еще южнее войска группировки «Восток» на большой части южного периметра вышли к населенному пункту Покровское в Днепропетровской области. Я тебе скажу, важный населенный пункт. Почему? Это первый районный центр. И в этом районном центре жилой фонд рассчитан на 12 тысяч человек. Южнее еще группировка войск «Восток» продвинулась от Верхней Терсы на приличное очень расстояние, по меркам СВО, конечно, за короткое время на Лесное, Ровное и Копани. Это уже прямо на подходе к следующей полосе обороны, за которой, в общем, можно поворачивать на 90 градусов налево, на юг, и идти на Орехов с севера. Все, Орехов, оказывается, охвачен. В общем, это какой результат вроде бы неспешного продвижения. На самом деле, быстрый результат очень долгой, неспешной подготовительной работы. То есть там долго шло сражение, в конце концов украинская армия вынуждена была уступить. Последний участок сражения – это полоса группировки войск Днепр. Там как раз все наоборот. Вооруженные силы Украины продвинулись в Плавни, зашли. И вот прошлой неделе мы говорили, что есть информация, что вроде бы Теплинскому там подбросили резервов, он начинает контрнаступление. Вот, судя по всему, не получается пока ничего с контрнаступлением. Украинцы расширяют свою зону контроля. Вот. И это как раз повод поговорить о том, кто больше занял, кто меньше занял, потому что закончился июнь, и мы подводим результаты июня по всем параметрам. Путешествовать за границу в 2026 году без иностранной карты становится все сложнее. Покупать билеты только через агрегаторы. Выбирать отели, в которых не требуют предоплату. Платить в магазинах исключительно наличкой. Виртуальные карты решают проблему только на первый взгляд. Пока деньги хранятся внутри платежного сервиса, а не на вашем личном счете в банке, вы переплачиваете на курсах, конвертациях и комиссиях при каждом пополнении. Оптимальное решение, при котором ваши деньги принадлежат только вам, открыть иностранный счет на свое имя. Например, в Казахстане. Сказит помогает сделать это удаленно. Потребуется один документ – загранпаспорт. А пластик доставит вам по всему миру. Вы получите карту на 5 лет с бесплатным обслуживанием и сможете открыть дополнительные счета сразу в 4 банках Казахстана по цене одной карты. Казахстанская карта дает возможность бронировать и сразу оплачивать понравившиеся отели на Booking, арендовать авто и закупаться на зарубежных сайтах, платить за онлайн-сервисы, например, ChatGPT, снимать наличные с границей или вообще не носить с собой пластик и оплачивать все телефоном с Apple Pay или Google Pay. Одно из главных преимуществ казахстанского банка –
Мультивалютный счет. Вы не теряете деньги на конвертациях при оплате. А пополнять карту так же легко, как перевозить деньги друзьям по СБП. Команда SkyZet уже помогла открыть счета в проверенных банках СНГ более 15 тысячам клиентов. Сервис рабочий и надежный. И важный момент. Все меньше банков согласны открывать счета нерезидентам удаленно. Поэтому, если вы планировали открыть зарубежный счет, лучше сделать это сейчас. Тем более, что для зрителей канала скидка от 5 до 15 тысяч рублей по промокоду Ширяев на все услуги SkyZet. Активируйте скидку по ссылке в описании или назовите промокод менеджеру при консультации по телефону. Во-первых, опубликованные цифры по обмену ударами вглубь территории государств. Во-вторых, разные команды, которые подсчитывают занятые освобожденные территории, они тоже июньские цифры выдали. Есть статистика по количеству боевых действий. Вот, и, строго говоря, там даже командующий ВСУ Сырский выступил с большим интервью, где он тоже указал, там, сделал отсылку к количеству боевых действий. В общем, за июнь статистику подводят все. Статистика по ударам дальними беспилотниками в июне такова. Украина сообщила о 5749 российских дронах, залетевших, а Россия заявила об 11617 украинских дронов, залетевших в Россию. Таким образом, в 2 раза мощности Украины производственные превышают возможности России. Это результат развития сборочных производств дальних беспилотников на территории Украины. Ну и, конечно, за пределами вынесенные. Да, за пределы Украины в Европу. С таким количеством беспилотников ПВО России уже явно не справляется. Значит, эту систему ждет полная перестройка. Уже прямо сейчас понятно. Она, конечно, в каких-то чертах своих, очевидно совершенно, но эта работа сейчас идет. Быстро не получится. Но то, что уже этот перевес требует адекватной реакции военно-промышленного комплекса, Министерства обороны, понятно уже всем. Все, совещания все прошли, какие были, какие нужны были. По данным различных команд, которые подсчитывают, в том числе и российских, которые подсчитывают занятые сторонами территории, июнь месяц показал минимальный прирост занятой территории российской армии с 2023 года. То есть минимальный. Значит, это все, конечно, требует какого-то объяснения, но в том числе это может быть и результат изменения тактики, связанной с максимальным сбережением личного состава. То есть воевать не спеша, лишь бы люди гибли поменьше, пусть дольше, но зато людей сохранится больше. И это как бы такой стратегический ответ Украине, что мы действительно можем воевать длительные сроки. Время нас не очень волнует. В случае, если Россия продолжит наступать, как наступала раньше, то это будет первая победа. Не совсем так. Продвижение просто теперь требует гораздо больших усилий. То есть гораздо больше применения авиабомб, применения средств радиоэлектронной борьбы, подготовки личного состава. То есть ту же самую территорию, чтобы и меньше потерять людей, то есть не убить, не угробить всю армию. Необходимо гораздо больше готовить и гораздо медленнее двигаться. Но в целом результат такой, что на горизонте замаячили призраки афганской и вьетнамской войн. То есть это примеры вооруженных конфликтов, где заведомо слабейший противник сумел, с помощью союзников мощных, так долго продержаться, что мощной военной державе, крупной очень армии, лидеру военному, мировому, пришлось, не то, что пришлось, а просто они плюнули на эту затею и политически решили более выигрышным для себя просто уйти оттуда. А уж украинский конфликт, российско-украинский, он в этом смысле совсем тяжелый. Внутриполитическая ситуация в России такова, что если не представляю вообще момента,
когда там лидеры могут сказать, ну все, как в Афганистане, уходим. Всё. Не получится. Здесь гораздо больше мотивов и намного более вовлечено, так сказать, вот весь ВПК, там общество, ну все. Вот, не получается вот напрямую связать эти два примера вьетнамской и афганской войны с нынешним конфликтом. Так современный американский Афганистан и так называемый позорный уход, разве нет вот такого? Это вся Америка была на много лет там завязана. Большое количество людей прошло через Ближний Восток. Сколько там ветеранов в общей сложности. Оккупация 20 лет продолжилась. И пришлось уйти, ну и... И все-таки это слишком далеко, это за океаном, это не на первом месте. А здесь, получается, прямо вот на первом месте. Значение для российских политиков, там, все, кто управляет страной этого конфликта, заведомо выше, чем значение Афганистана для американцев. В поддержку этой версии, что Россия не может прекратить этот конфликт просто по политическим причинам, выступает исследование, опубликовано на этой неделе Международного центра стратегических исследований. Одна из цифр, которую они приводят, это соотношение потерь погибших и пропавших без вести, не раненых, а прям вот погибших России и Украины 8:1. То есть на 8, то есть на одного украинского солдата погибшего гибнет 8 российских. Это манипуляция цифрой на грани фейка вообще. Никак не бьется со всеми подсчетами команд там, BBC, там, других центров, которые, российских исследователей, которые подсчитывают некрологи. Вообще никак. Это категорически не соответствует со всеми моими оценками. 8:1 – это просто запредельная какая-то цифра непонятная. Почему? Потому что на этой же неделе состоялся обмен телами убитых, очередной. И с тем же большим разрывом 552 тела украинских военных поменяли на 33 тела российских. Но украинская армия и вообще власти в Киеве уже больше месяца заявляют, что заняты очень большие территории. Мы называли эти цифры, около 400 квадратных километров территории захвачено. То есть Россия больше потеряла, чем заняла в этом конфликте. Действительно, мы констатируем постоянные контрудары. Не контрнаступление, оно одно только, а вот контрудары по всему фронту. Тогда встает вопрос, надо объяснять. Если у тебя наступление, и теперь уже ты на российскую территорию заходишь, и там лежат тела российских солдат, ты при обмене телами должен предъявить больше. Ну, то есть наступления такого нет? Да. Ведь дело в том, что это сражение в серой зоне, которое каждая засчитывает в свою пользу. В серой зоне эвакуация раненых и вывоз тел невозможно? Ну, о нем, в последнюю очередь. Это очень трудно. То есть, на самом деле, вывоз тел погибших с поля боя делается уже в зоне уверенного контроля, не в серой зоне, а там, где уже точно заняли, все жестко контролируют. Вот тогда это начинается. И в этом смысле все продолжается так, как и продолжалось. То есть, никак в пользу вывода вот этого Института стратегических исследований этот обмен не работает, он прям наоборот работает. И либо вы предъявите тогда тела российских военных, которые вы собрали, если у вас такие наступления, либо вы объясните, что такое 8:1 в таком случае, когда при обмене телами прямо противоположная пропорция. Тяжелая ситуация в стране в связи с нехваткой топлива из-за ударов по НПЗ. Очевидно, есть проблема с ПВО, но что может Россия противопоставить сейчас? Ну, рассмотрим ситуацию, но сначала маленькая реплика в сторону. Мне тоже сейчас пришлось заправляться бензином, и это действительно результат военных действий. То есть, господин Новак сказал, что он контролирует ситуацию. Так вот, минимальная помощь людям, которые могли бы там оказать им, это составить
сделать нормальный сервис указания автозаправок, на которых действительно есть бензин, потому что сервис карт Яндекс не работает. Он отсылает людей на заправки, которые наглухо заколочены на самом деле. Ну, понятно, что один удар по нефтеперерабатывающему заводу сразу обрушивает производство на огромные эти самые объемы топлива. Российская армия не имеет таких целей на территории Украины, начинает носить удары по небольшим нефтебазам, которые там есть, мелкий опыт. И самое главное, по автомобильным заправкам. Эта охота идет уже, если я не ошибаюсь, с 22 апреля. Но последние недели она прямо интенсифицировалась. Каждый божий день, там, или скорее, да уж сказать, каждую ночь сжигается до десятка заправок. Вот прямо сейчас вот на день записи, наверное, их около 250 штук за месяц. Всего, по статистике, около 5000 заправок на Украине. Но, конечно, на левобережной Украине, там, за Днепром, да, их намного меньше. Понятно. То есть, какой-то уже существенный процент уничтожили. Дело в том, что, как мы и рассказывали, на Украине торговля идет прямо сразу. Бензовозы идут на заправки, минуя нефтебазы. Значит, соответствующим образом, вот после того, как заправки будут в значительной степени уничтожены все, остановится жизнь, начнут торговать бензином прямо с машин на трассах, и в этот момент начнется охота за машинами, которые начинают разливать топливо прямо в розницу с небольших заправщиков. Я думаю, что это все будет направлено на то, чтобы водители отказывались вообще ехать в близлежащие прифронтовые области. Именно там все это происходит. Не по всей Украине, а именно в тех областях, которые граничат с фронтом. Вот. И это, в общем, ответ на сегодняшний день считается адекватным. То есть создание таких же сложностей на Украине, но не ударами по НПЗ, а ударами по мелкорозничной сети. Такое ощущение, что каждый выпуск я говорю о рекордных налетах, то с одной стороны, то с другой. В этот раз атаке был подвержен Киев. Несколько городов, но главный удар по Киеву. Главный удар по Киеву. Да, это беспрецедентный совершенно налет. Но перед этим был гигантский перерыв. Украинская армия бомбила различные города России за этот месяц и даже прорвалась в Москву, так ограниченно. Надо эти две цифры держать в голове. 2 июня был последний массированный налет вооруженных сил России на Украину. Месяц был перерыв. Украина бомбила Россию, так сказать, там, массированными налетами. И следующий, 2 июля, то есть вот так вот, 30 дней, копили ракеты и так далее, вывалили на Украину, по большей части на Киев, фактически месячное производство ракет. Причем ракеты всех типов, и управляемые эти огромные ракеты «Торнадо-С» и С-400 в качестве баллистических, и «Циркон», и «Искандер», и корабли Черноморского флота, там подводные лодки запускали ракеты «Калибр». И по ближним целям вдоль линии фронта бомбились, ну, в смысле, применялись ОМПК, то есть фугасные авиабомбы дальнего действия. И в Киев залетело в приличных количествах ракета «Бандероль», вот о которой мы говорили, да, но не ракета, а дрон такой реактивный. И «Герани» с реактивными двигателями, которые развивают скорость там, иногда до 600 км в час в пикировании, да, и их вот эти мобильные огневые группы не могут сбить. То есть все сошлось вместе, и вот этот вот зоопарк, он, в общем-то, вносит сумятицу в анализ компьютерных, не компьютерных, а радиолокационных данных, и ПВО сложнее отражать. Десятки попаданий по Киеву. Мы сразу, опубликован список предприятий, по которым наносился удар. Это очень серьезный политический ответ. То есть Зеленский нанес удар по Москве, беспилотники прорвались в Капотню, нанесли удар, весь мир это видел, и как бы весь мир заговорил, что вот Зеленский что умеет. Да, все. ПВО России продавлено. Правда, за последнюю неделю никаких серьезных таких сообщений о значимых успехах украинских ударов на территории России не было. То есть, видимо, сбивали все уже как-то. Подтянулось ПВО России.
Но вот здесь, в налете 2 июля, всему миру продемонстрировали, что такое настоящий прорыв противовоздушной обороны и противоракетной. Вот, вот ты думал, там прорыв? Нет, вот посмотри, что такое настоящий прорыв. И обрушилось все сразу. Вот это действительно массированный удар с полным преодолением ПВО. Вот так он выглядит. Интересно, что Зеленский знал об этом налете заранее. Он выступил, сказал об этом, предупредил своих граждан, что надо готовиться, и вернулся из-за границы на Украину, ну, чтобы вот, быть со всеми вместе в этом бомбоубежище. Это прям прямое подтверждение того, что, конечно, разведсведениями его снабжают Соединенные Штаты. Интересно, что, невзирая на все эти события, украинская сторона теперь заявляет о том, что что терпение ее не безгранично, она может выйти из всех переговоров и продолжать воевать столько, сколько она считает нужным, что в конце концов, если Россия не хочет идти на переговоры, то и черт с вами. Ну, вот просто об этом на неделе заявил, вот с такой речью выступил постпред Украины в ООН Андрей Мельник. В этом беспрецедентном налете вот, по количеству использованных ракет на Киев важен эффект масштаба. Видишь ли, Киев по площади в 3 раза меньше Москвы, даже чуть больше, чем в 3 раза меньше, чем Москвы. И все эти ракеты, прорвавшиеся, они падают на более компактной территории. То есть их грохот взрывов, вспышки и так далее, это все видно со всех сторон, и киевляне это видят более наглядно, чем 5 дронов, которые прорвались в Капотню, а человек, который где-нибудь там в Медведково живет, это вообще другая планета. То есть по площади Москва настолько гигантская, что вот этот эффект масштаба существенно. На психику влияет больше бомбежка тех населенных пунктов, которые меньше по площади. Примерно в одно время русские американцы устроили военные игры. Ну, это учения, но только для стратегов. То есть в штабах, с картами, на картах. У американцев это вообще было полноценная цифровая история. То есть ИИ против ИИ. И они смотрели, как будут они бороться. В России все-таки по старинке это прошло, но какие там вообще итоги таких? Ну, интересно. У американцев, значит, в форте Ливермор, это на самом деле высшее учебное заведение сухопутных войск США, произошло учение, о нем отчет опубликован, 2 искусственных интеллектов, каждый из них командовал дивизией, и, значит, люди были посредниками, только наблюдали. Вот они там сражались. Ну, по результатам, значит, объявили, что, во-первых, искусственный интеллект очень облегчает составление всяких документов. Да. Они очень быстро выстраивают всякую логистику, если необходимо куда-то что-то перебросить, посчитать, как это сделать, там, так далее. Они боевые распоряжения пишут сами, но они, как выяснилось в игре, абсолютно не способны командовать. Угу. То есть помочь командиру могут. PowerPoint сделать. Да. Сами команды, пока оказался искусственный интеллект не в состоянии. И они честно об этом, американцы, так и сказали. Самый главный вывод из этой игры. То есть искусственный интеллект не может быть командиром дивизии. В России отставные военные, но при помощи Министерства обороны, с участием, да, провели штабную игру, но без всякого искусственного интеллекта, а по классике, как она, так сказать, делается на картах, с использованием компьютеров, конечно, тоже. Отражение гипотетического десанта вооруженных сил Украины в Крым. Об этом много говорится, что я даже в прошлый раз говорил, что, например, вот в районе Кенбурнской косы вполне можно ждать высадку. И вот, значит, российская команда, российские отставные офицеры между собой, так сказать, там разделились на 2 команды. И синие, украинцы, они развивали свои действия нестандартно, с использованием беспилотников, современных методов разведки и так далее, все. А красные, то есть российская армия, находящаяся в Крыму, вынуждена была действовать от обороны. То есть деваться некуда, у тебя всего 2 маленьких перешеечка, то есть железная дорога с шоссе по мосту, и выход через Перекоп на север, где ты можешь получить какие-то боеприпасы, там, так сказать, снабжение и так далее.
В общем, это были учения, которые тоже там наверх, их результаты, конечно, Министерству обороны были доложены. Но разница существенная. Американцы просто смотрели, как два компьютера сражаются, а у нас генералы с генералами, там, полковники с полковниками, остальными с карандашами на бумаге. Но я напомню всем, что все-таки план контрнаступа знаменитого летом 23 года, он проходил через компьютеры Пентагона, и он оценивался, и тоже там были свои результаты, там, чем он закончился, знаем. Поэтому не все так просто. Может быть, сейчас пока на этом этапе, пока что еще, все-таки, наверное, живой человек будет более квалифицированно оценивать обстановку и строить планы. Интересно, что пришла новость. Пентагон собирается у себя в Соединенных Штатах построить 2 больших полигона, где будут постоянно отрабатываться боевые действия на Украине. Ну, то есть американские военные будут действовать, как вот российские, украинские военные в Донбассе. Будут теми же методами сражаться и, значит, будут оценивать результаты. 2 полигона. То есть уже все, нет никаких попыток оспорить опыт российско-украинского конфликта. Ну, наверное, осталась одна такая мощная, сильная современная армия, которая пока, ну, если не игнорирует, то особо и не обращает на нее внимания, это армия Израиля. Они пока этот опыт не сильно воспринимают. От американцев уже 2 полигона строят. Интересно, если американцы строят полигоны под украинскую театр военных действий, то у них должны быть, соответственно, и что-то такое тайваньское, например. Если китайцы гигантские целые полигоны строят, полностью повторяющие Тайвань, да, то... Знаешь, как китайцы еще интересно действуют? Они в пустыне строят полные копии американских кораблей. Эсминец, крейсер и так далее. Для чего? Чтобы учиться ракетами, значит, стрелять. Ну, просто точно попадать. Да, точно попадать. Так сказать. Идея, ну, совсем не русская. Это прям китайские дела. В пустыне построить авианосец или там крейсер какой-то, да, и по нему фигачить, значит, вот. Теперь можем уже быть уверены, фламинго стали активно использоваться. Те созданные непонятно из чего ракеты теперь... Непонятно кем. Да. Теперь уже применяются, и они эффективны. Ну, а как эффективны? Значит, вот можно посмотреть на подсчеты статистические, как они применялись. Да, собственно говоря, и сами украинские журналисты тоже интересовались этим вопросом. Не то в России тоже такие подсчеты есть. С января по март было 4 атаки, в которых использовалось 16 ракет. Из них до цели долетело 2. Одна просто упала, ну, то есть 3 пролетело через противоракетную оборону, а 13 были сбиты. Угу. То есть это совсем плохо. Вот в мае 7 насчитывается успешных пролетов. И почему долетели, интересно. В общем, с самого начала говорили, что, судя по всему, у фламинго нет самой сложной функции крылатых ракет. Понимаешь, крылатая ракета, она как родилась? Сама ее идея. Сначала истребители летали просто так по небу, на высотах больших. Потом их, понятно стало, что их будут сбивать реактивные истребители, сбиваются зенитными ракетами, в общем, достаточно легко. И Вьетнам это показал, и Вьетнамская война. Американцы потеряли страшное количество самолетов. Понятно, что чем ниже истребитель, тем хуже его видит радиолокационная станция. Значит, соответственно, обе стороны, и Советский Союз, и США, попытались свои истребители опустить все ниже, ниже, ниже. И встал вопрос, что они могут врезаться в дом там, если совсем уж. И тогда стали разработать программы огибания рельефа. Но человек не может среагировать, вот он летит, перед ним дом. Вот, чтобы вот так, или какая-нибудь там гора. И туда закладывали перфокарты, ну, то есть уже программное обеспечение. Заранее составлено. Истребитель спускается на определенный маршрут. Он по этому маршруту летит, но за человека уже заставляет его вот так вот нырять машина. То есть электроника, не человек.
Ну и понятно, что это все бурно развивалось, а потом стал вопрос, а, собственно, а зачем летчик-то нужен? Если у нас и так есть электроника, которая заставляет эту махину огибать местность определенную, давайте-ка мы уберем оттуда летчика. И так родилась крылатая ракета, строго говоря, в двух странах одновременно, и в Советском Союзе, и в США. Это истребитель без летчика. Потом стали усложняться эти программы, потом для них стали, каждый раз перед стартом в нее закладывается карта, и в нее закладывают все вот эти вот высоты, которые... В общем, короче говоря, самая вот эта тягомотина, из-за которой страна оказывается втянутой в войну. То есть американцы не могут передать свои крылатые ракеты украинцам, потому что вот эта система огибания местности – это секрет, который только американские офицеры могут, так сказать, с ним оперировать, с этими картами. А если американские офицеры, то все, это значит, они уже воюют. И, соответственно, отсюда и передать нельзя. А когда «Фламинго» появилась, все сразу стали, в общем, обратили на это внимание, сделали предположение, что, видимо, у нее и нет этой системы огибания местности. Она просто летит там на высоте метров 100, точно никуда не врежется. Естественно, из-за этого ее легче сбить. Поэтому ее избивают так часто. И вот они стали лететь по руслам рек Волга, Кама и водохранилища Камские и Волжские. То есть над зеркальной гладью воды, там, где нету ничего вообще, летит ракета, не боясь никаких столкновений. Да, в ней нет системы огибания местности. Но под ней никаких этих самых горбылей нет, грубо говоря, никаких препятствий. Ничего. И вот «Фламинго» летела и на Волгоград, и на Чебоксары, используя реку. Вот, строго говоря, так меняется тактика в связи с тем, что у тебя нет современных каких-то технологий. Ты можешь выйти из положения за счет использования особенностей рельефа. Строго говоря, конечно, теперь надо над реками возле рек ставить где-то специальные радиолокаторы, которые будут за этим следить. Все понятно, что изменений будет. Пусть «Фламинго» летят по руслам рек, а вот интересный факт, что Министерство обороны России только что объявило о том, что на подлете к Москве была сбита оперативно-тактическая ракета дальнего действия украинская. И предполагает, что это впервые в испытательном полете была сбита та самая оперативная ракета Штеллермана, его этой компании, да, ФП-9, которая, как я рассказывал, производится при помощи европейских специалистов. И вот первая проба пера. Запомним. Что будет дальше, не знаю, но они заявляли 850 километров, но, конечно, до Москвы там намного меньше. В последнее время не затрагивали тему нашего танкерного флота, нашего теневого флота, но борьба на море продолжается. Пару недель назад российский корабль, в частности, обстрелял британскую яхту парусную, потому что она шла опасным курсом на сближение. А сейчас в СМИ опубликовали фотографии российского газового танкера. Как мы обсуждали, газовые танкеры редки, дороги. То есть это такой наиценнейшие корабли этого нашего теневого флота. И сейчас такой газовый танкер уже вооружен крупнокалиберными пулеметами, 2. Что будет дальше? Что касается фрегата «Адмирал Григорович», не то, чтобы он прям сразу обстрелял насмерть эту несчастную суденышко парусное, там муж с женой плыли, как выяснилось, любопытные варвары. А действительно, они шли курсом на сближение опасное. Он стрелял по курсу. Это называется предупредительная стрельба. Да. Не было намерения их там утопить сразу. Но, тем не менее, уже отреагировал вооруженным способом. Супер танкер российский, газовоз, перевозящий сжиженный газ. Это сложная очень технология. Очень далеко не все государства мира, несколько штук буквально умеют такие корабли делать. Маршал Василевский, у него военное такое название. В Финском заливе был сфотографирован патрульным финским самолетом.
И Хельсинки Санамат и Дельфи эстонская опубликовали фотографии. У него справа и слева от ходовой рубки 2 крупнокалиберных пулемета «Корт». Ну, понятно, что если пулеметы на танкеры установлены крупнокалиберными, то в состав команды уже включены люди, которые умеют из них стрелять. По крайней мере, да, это уже военные какие-то. Насколько вообще боевые характеристики этого пулемета делают этот танкер, ну, скажем так, опасным? Или же это просто какая-то такая тактика дикобраза? Ну, смотри, дальность, нормальная дальность стрельбы с него 2 километра 200 метров. Это прицельная дальность, прям вот можно попасть куда-то, да. То есть за 2 километра он в кого-то может стрелять. Это в первую очередь безэкипажные корабли, катера украинские. Он, значит, может их расстреливать, это первое. По беспилотникам, как зенитный пулемет, он тоже может стрелять, в принципе. Но это сложное искусство, стрелять из пулемета по самолетам. Это очень непростая вещь. Человек должен на полигонах тренироваться. И долго, кстати. Вот. Но самое главное, любая попытка высадки десанта на палубу, она чревата тем, что просто по вертолету откроют огонь, а вертолет, когда он зависает, он просто беззащитный. Он же вообще-то из алюминия сделанный. Это насквозь через 2 борта во все стороны. Обшивка в разные концы. Вот ты употребил слово танкерный теневой флот, но эти танкера, они не входят в теневой флот, они под российским флагом. Да. Они под российским. То есть, если кто-то осмелится на танкер под российским флагом, не нигерийским там каким-то или берег слоновой кости, а вот прям под российским высадится, он получит вот в борт такую очередь. Ну да, большая разница между атакой на катер безэкипажный или же беспилотник и уже вертолет с личным составом. С личным составом, спецназ. И потом тем, кто решил захватить танкер, надо будет думать, что делать с экипажем. Понимаешь, то есть они как бы в своем праве, они могут рассматривать вот эту высадку как пиратский захват, абсолютно спокойно. То есть уже действовать в рамках морского права, хотя по морскому праву танкеры мирные не должны иметь вооружения. Вот в чем затыка-то здесь. То есть и у тех есть проблемы правового характера, кто высаживается, и у тех, кто по ним стреляет, тоже есть проблемы правового характера. Вопрос. Речь идет, наверное, о оружии корабельном. Да. Но крупнокалиберный пулемет, наверное, не считается таковым. Конечно, нет. Конечно, в том-то и дело. Конечно, соответственно, если это пулемет, который человек может держать на сошках. Нет, то они прикручены, конечно, там на специальном станке они стоят. Но, тем не менее, это может проходить как оружие личного состава, а не корабельное оружие. Например, таким образом... в фильме «Хищник» Шварценеггер ворочал вот такой гигантской пулеметом, который вообще-то... Авиационный, вертолетный. Да, никогда в жизни человек вот так его не носит. Да? Вот. Правильно. Но... вот эти все, это, понимаешь, это еще не война, но уже противоборство. Какие-то корабли открывают огонь по приближающимся яхтам, какие-то корабли вооружаются в ожидании, что будет захват этого. Ведь этот танкер, маршал Василевский, он уникален тем, что он имеет установку регазификации, то есть он жидкий газ тащит на себя, потом приходит в порт, бросает шланг, трубу, да, куда надо, и прямо в газопровод начинает свой жидкий газ размораживать и подает его уже в газообразном состоянии туда. То есть обычно танкеры приходят, и жидкость в жидкость, то есть как бы заправляют специальные емкости, а этот может сразу газ раздавать уже как вот бытовой. Можно его покупать и использовать. То есть такая редкая штука. Вот. Кроме того, как я говорил, уже это очень редкие танкеры. В России их 14 штук сейчас, если я не ошибаюсь, они все иностранные. А вот которые наши, самые современные, самые последние, сделаны. Вот только что буквально отправили в плавание танкер. По-моему, он называется Алексей Косыгин. Вот. Это второй. В общем, они, чем уникальны, они танкера ледового класса. Они выдерживают до 2
2,5 метров толщины лед. То есть они через него могут идти и забирать газ вот там на севере, где порт Сабета находится, вот все это, на Северном морском пути. В общем, такой танкер у России отнять или сжечь, это, конечно, удар, прям настоящий будет удар. Вот, но я хочу сказать, что такие штуки происходили. Нельзя сказать, что в прошлом все было безоблачно. Был знаменитый случай в 50-е годы. Советское судно захватило при прохождении мимо Тайваня правительство Гоминдана, ну, тайваньские власти. И на Тайвань их уволокли. Там они долгое время были в заложниках, стояли, и команда там мужественно держалась. И про это был снят целый фильм советский, вот, про их приключения там на Тайване. Не сказать, что и в 70-е, 80-е годы все было так уж прям, значит, благостно. Мы помним, что из-за блокады Кубы, из-за того, что перехватывали советские корабли, которые шли со снабжением, в общем-то, Карибский кризис разгорелся, строго говоря. То есть выстроился американский флот, все, и там дошло до того, что, вообще-то говоря, в подводной лодке уже, которую сопровождалась, решался вопрос применения атомной торпеды. Был знаменитый случай, где там там 3 человека собираются, командир, и один из этих 3 сказал, что я против, торпедировать не будем. А так вообще-то атомный взрыв был бы, какой-нибудь авианосец американский испарился бы. Вот, то есть всякое бывало. И даже во времена Горбачева. Вот я предлагаю историю, которая показывает всю напряженность отношений и как осторожно стороны относились к таким столкновениям и все-таки провоцировали. Эта история относится к временам, когда уже генеральным секретарем стал Горбачев. Морское право предполагает так называемое право прохода. Что это означает? Вот если у какого-то государства есть вытянутый какой-то мыс, вдающийся в море, или там, предположим, ну, какая-то конфигурация берега, который предполагает, что другие корабли иностранные должны обходить его стороной, долго обходить, а территориальные воды 12,5 миль, ну, долго. И морское право, оно говорит, что если тебе уж очень надо, ты можешь срезать. Да. Пройти, так сказать, через территориальные воды какого-то государства, потому что у тебя особенная надобность. Конечно, это право прохода, оно мотивируется. Или коммерческими причинами. Вот мне надо, у меня там груз пропадает, там еды какой-то, надо быстро срезать, да? Или там я экономлю топливо. Или у меня на борту какой-то больной человек, там еще мало ли что вообще может быть. Ну вот, срочная необходимость. Я имею право пройти через территориальные воды, просто никого не уведомляя, по-быстрому, да? Это, как правило, эпизоды. Но на основании права прохода было организовано право прохода через Ормузский пролив и до войны с американцами. И весь мир, все танкеры ходили через Ормузский пролив бесплатно. Ну, вот на основании вот этого права прохода. И только теперь иранцы сказали, а теперь будем брать деньги за это. Все. И вот американцы в 1986 году решили испытать советское командование или еще что. Я не знаю, как это назвать. Короче говоря, они решили, что они пройдут через советские территориальные воды и тем самым докажут свое право ходить где угодно по своему разумению, не обращая внимания, там, Советский Союз или не Советский Союз. Послали в Черное море 2 крейсера, крейсер «Йорктаун» и эсминец «Карен». И эти 2 корабля, никого не предупреждая, неожиданно приблизились к Севастополю и через мыс Фиолет, по-моему, насквозь прошли через территориальные воды, вот мы срезали путь, да, право прохода. Но это было неожиданно, и тогда, случилось и случилось. И вот тут разведка донесла, что через 2 года, в 1988 году, американцы решили повторить этот подвиг. Да. И выделили те же самые 2 корабля. Значит, эсминец «Карен» и крейсер «Йорктаун». Большие, солидные корабли вообще. И собралось целое совещание Политбюро. Возглавлял его Горбачев. Туда и министр иностранных дел Шеварднадзе пришел. Туда, значит, пришел Шапошников. В общем, все. Кто имел отношение. И Чебриков, как
глава разведки. И вот доложили, такая ситуация, американцы идут нас испытывать. Опять. По второму, как 2 года назад. Что будем делать? И тогда флотские предложили, а давайте мы их обстреливать не будем в своих водах. Ну, все-таки это военно-морской флот, может быть конфликт, там мало ли чего, да? Просто ударим их бортами, как машины вот в каких-нибудь блокбастерах на дороге. Несутся и друг другу стуча, значит, вытесняют на обочину. Ударим их бортами и заставим их выйти за пределы территориальных вод. Называется по-морскому это навал. Когда с сходящимся курсом один корабль подходит к другому, и бортом на него наваливается, как правило, в районе носа. Вот. Ну и Горбачев все одобрили, и Горбачев только сказал, надо найти корабли покрепче. Но советский флот не выделил больших кораблей на это дело. Значит, был выделен эсминец «Беззаветный», название у него такое классное, «Беззаветный», значит, и корабль ОСК-Р-6, он даже без названия был. И они встретили эти американские корабли, когда те вышли из Босфора, прям сразу взяли их на сопровождение и рядышком с ними движутся. Они прошли через территориальные воды Болгарии, потом пересекли территориальную воду Румынии, все это были союзники Советского Союза, то есть как бы показывали свое право идти где хотят. Потом подошли к Севастополю, и 2 дня они там в нейтральных водах болтались возле Севастополя. То есть никуда не шли, готовились, собирались с духом. И была выпущена специальная директива командующего флотом российского о том, что, значит, вот, предпринять все меры для недопущения их прохода. Командирами советских кораблей были Богдашин и Петров, которые тоже стояли рядом, значит, и ждали, когда те пойдут. И вот американцы решились. 12 февраля поступило сообщение, что они пересекают территориальные воды, легли на курс 90 градусов и прямо поперек идут, значит, углубляются в территориальные воды Советского Союза. Значит, была дана команда на вытеснение, и советские корабли пошли сходящимися курсами, навалился один из них на Йорктаун, но от трения, когда 2 их туши борются, вспыхнула краска бортовая, вот эта серая краска, которая корабля прям загорелась, и на Йорктауне вспыхнул пожар от того, что краска загорелась. Бросились тушить. Значит, Беззаветный снес Йорктауну весь рейлинг, ну, это такие перила, так скажем, да, для простоты, в общем, как бы, снес. И повредил установку противокорабельной ракеты «Гарпун». Тогда американцы на палубу стали вытаскивать вертолет боевой. В этот момент второй советский корабль навалился на эсминец «Керн», снес ему тоже там все леера, и у него образовалась даже пробоина в носу. Они же не просто так друг друга давили, они были, оказывается, постоянно в радиосвязи. То есть командиры кораблей друг другу отправляли сообщения. Один, значит, советский ему говорил: вы нарушаете территориальные воды Советского Союза, покиньте их, значит. А американский, значит, командир корабля, значит, говорил: мы ничего не нарушаем, идем, движемся таким-то курсом, это наше право, значит, все, значит. А это ему все время говорил: вы нарушаете, отойдите, значит, я вынужден буду повторить навал. Вот этот вот навал, прием. И тогда американцы с 2 сторон стали зажимать этот эсминец «Беззаветный», и его с 2 сторон, ну, прям как в кино, 2 машины сталкивают третью, в середине с тобой. Тогда командир корабля советского приказал расчехлить бомбометательные установки с глубинными бомбами с 2 бортов, развернуть их под 90 градусов в борта американцам. И сказал, что еще там чуть-чуть движение в воздухе, я начну стрелять в борта. Просто американцы отошли и стали вытаскивать сильно покалеченные корабли, причем были, стали вытаскивать из ангара вертолет боевой, чтобы, значит, поднять его в воздух. Но тут уже советские командиры сообщили, что в дело вступает авиация, и немедленно прилетели на помощь вертолету с берега, из Севастополя. В общем, как бы американцы это увидели, что все, авиация вступила в дело, развернулись и ушли.
немножко постояли там, ну, видимо, принимали приказы из Вашингтона, послушали, переговоры свои осуществили, понятно было, что дальше уже нельзя этого делать, развернулись и ушли на Босфор. Больше ничего этого не было. Но непонятно было другое. В это время, это 88 год, перестройка началась прямо вот в полном разгаре. Дружба с Америкой. Вот вроде бы все хорошо. Сейчас будет подписан вот этот вот договор об ограничении ракет средней дальности. Зачем это было надо американцам? Почему они так решили на слабо попробовать этот советский флот? Непонятно. Но вот мое личное предположение такое, что, видимо, среди американского политикума там внутри были какие-то силы, которым хотелось этот весь процесс перестройки повернуть вспять, опять вернуться в славные времена холодной войны, значит, нечего там с русскими дружить. Вот что-то в таком духе. Иначе объяснить это вообще невозможно. А вот воздушное судно, вертолет или самолет, когда они взлетают с палубы в чужом воздушном пространстве, они в этот момент кто? Ну, очевидно, активируется другое законодательство. Одно касается морского права, другое – это то, что когда договариваются самолеты, влетая в воздушное пространство с другой стороны, там в случае чего должны прилететь перехватчики, вот это все. То есть никакого права прохода для самолетов-то не существует. Очевидно. Оно только для кораблей. Но он становится нарушителем, и его в этот момент можно все сбивать. И Михеев, командир Беззаветного, сообщает на мостик американскому командиру, что как только вертолет будет поднят в воздух, он будет немедленно сбит как нарушитель воздушного пространства Советского Союза. И тут же из базы прилетают два вертолета боевых Ми-24. Американцы понимают, что здесь они что-то не предусмотрели. Видимо, во время планирования операции вот этот юридический момент они не учитывали, я так понимаю. Вот. И вот, после третьего навала, третьей шибки они разошлись. И потом Йорктаун, все-таки крейсер, когда вернулся на базу, он 3 месяца стоял в ремонте, более 3 месяцев, то есть покалечили его капитально. И вот я думаю, ведь есть, конечно, в жизни всякие лихачи и так далее, которые на дорогах иногда бывают сшибаются там друг с другом, вот таким, как у американцев. Которые в шашечки играют. В шашечки играют и так далее. И они могут друг перед другом похвастать своими там подвигами на дороге. А вот командир Беззаветного или Йорктауна могли сказать другим, там, всем автомобилистам, ну, на дороге с машинами, да, все понятно. А ты на крейсерах биться пробовал? Все. Всем спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, видите, вот тут. И у нас есть Twitch, у нас есть Boosty, у нас есть Telegram-канал. Везде мы активно ведем свою деятельность. Да, и спасибо всем, кто с нами был сейчас. Да, Всего пока. хорошего. До свидания.